Представьте себе мир, в котором акции растут без повода, а бизнес приносит прибыль просто так. Мир, в котором все люди поверили в одну простую сказку – новая экономика. И это не сюжет фантастического романа, это реальность, в которой жил Уолл-стрит с 95 по 2000 года. Это время, когда интернет-магазин кормов для животных могли оценить в десятки миллионов долларов. Фантастическая эпоха, которая закончилась в одночасье и оставила после себя триллионы убытков, десятки тысяч людей оказались банкротами, и лишь единицы остались на плаву, и эти единицы до сих пор правят миром. Почему это произошло и какой урок должен вынести для себя каждый трейдер? Так, ребят, сегодня покажу вам классную стратегию, 2 индикатора. Неоднократно уже торгую с помощью нее, провел бэктестинги и вот отдаю ее вам, пожалуйста, пользуйтесь. Супер тренд и процентный диапазон Вильямса. Выбираем их. Со вторым индикатором немножко поиграемся, сделаем его более наглядным. Здесь выберем белую линию, поверьте мне, так будет жирнее и виднее. По умолчанию он немножко тусклый. И вот так вот сделаем его. Все, супер. Смотрите, супер тренд, как можно догадаться, показывает нам тренд. Зеленый означает рост, и красная его линия нам сигнализирует о стадии снижения. Неоднократно уже его показывал вам, знаете, как с ним работать. Это наш базис. Но выбирать точки входа нужно с умом. И тут пригодится осциллятор. Его мы используем, как и все остальные осцилляторы, через зоны перекупленности и перепроданности. Смотрите. Речь идет о моментах выхода из канала осциллятора. Вот все верхние экстремумы – это перекупленность. Сигнал к развороту вниз. Нижние прямо пропорционально наоборот. Разворот и рост. То есть чрезмерное падение, пик его падения и разворот вверх. Это часто нас останавливает при торговле по супертренду. Началась перепроданность, тенденция заглохла. Актив в итоге развернулся. Видите? В новом тренде также неизбежно будет перекупленность. Она сделает нас более осторожными и не даст повод совершить ошибки, торгуя на низкой волатильности. А теперь видим идеальную точку для входа. Смотрите. Зеленый супертренд и выход из зоны перепроданности. Вот в этой зоне. То есть локальное снижение в рамках роста завершается, и мы оказываемся в идеальной позиции при выходе индикатора обратно в канал. Можем торговать здесь в лонг и зарабатывать. Далее у нас будет слом тренда обязательно и появление нового направления. Сможем шортить, но осторожно. На перепроданности уже не заходим, если она уже идет. Да. Суть вы поняли. Можно переходить к торговле, чтобы закрепить материал. Но график точно сменим. Пока вот мы видите на уровне перепроданности. Здесь мы не торгуем. То есть при выходе из перепроданности только будем торговать, когда супертренд будет показывать нам рост. Все, найдем годные кейсы и отработаем все это на практике. Поехали. Не думаю, что финансовая грамотность, понимание рынка, отсутствие жадности полностью остановило бы зарождение и крах эры доткомов, но люди, зная эти механики, хотя бы могли сохранить свои депозиты, попросту не ввязывавшись в эту игру, друзья. То же самое касается и нашей с вами темы трейдинга. Чем больше стратегий вы знаете, чем больше вы эрудированы, тем дольше вы сможете сохранять свой депозит. А это очень-очень важно. Множество полезных лайфхаков, советов по торговле, советов по управлению вашим капиталом и ответов вообще на самые ключевые вопросы вы сможете найти в моем телеграм-канале. Не хочу докучать вас этой информацией, ссылки оставлены в описании. Если кто-то действительно хочет изучать эту тему и образовываться в ней, переходите и подписывайтесь. Без лишних слов. Мы продолжаем. Ну, друзья, здесь уже спокойно торгуем в лонг. Смотрите, супертренд зеленый. С этого мы начинаем. О чем я и говорю. Рынок растет довольно давно уже, нормально. Сейчас он проторговывается во флете. Давайте обозначим его границы. Вот такие они у нас. Нас это не должно пугать. Это нам только на руку, так как движение предсказуемо. Мы дожидаемся отскока от нижней границы, понимаем, что должны двигаться к верхней границе и обязательно смотрим на осциллятор. Он еще не перекуплен. Есть куда расти. Поэтому вообще не сомневаемся в правильности прогноза. Ну и давайте мини-превью о том, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Финансовый пузырь. Это ситуация, когда определенная индустрия накачивается финансами от инвесторов, но она не показывает рентабельность.
или теряет ее. В этот момент начинается, то есть, вывод денег, что обрушивает рынок. Плавный рост по экспоненте, а затем резкое крутое падение. Это и случилось с доткомами. Нормально. Первая сделка в плюсе. Мне нравится, что тут происходит с котировкой, поэтому давайте продолжим просто торговать по тому же сигналу. Даже на красной свече у нас есть повод открыться. Потому что цена, в принципе, еще не дошла до верхней своей границы, а инстиллятор еще не перекуплен. Доткомы. Это компании-пионеры в сфере e-commerce, интернета в целом, Amazon.com, Yahoo, eBay, знакомые бренды. Они возникли при старте бума доткомов. И их отличие от тысячи похожих компаний в том, что они выжили в этом крахе, который начался чуть позже. Но давайте сначала обо всем по порядку. Конец 90-х. Золотое время вообще, уникальный период в истории финансов. Интернет, бывший до этого уделом ученых, каких-то там избранных, вышел в массы и обещал революцию. Эта всеобщая эйфория породила на Уолл-стрит явление, которое позже войдет в учебники как пузырь доткомов. Период безудержного оптимизма и веры в то, что цифровое будущее отменяет все традиционные экономические законы. Привет всем зрителям-криптовалютчикам, друзья. Еще одна сделка в плюс. Давайте сменим график, не совсем все удачно здесь идет, и продолжим. А вот здесь, друзья, мы имеем полное право открыть сделку в шорт. Есть все необходимые условия для этого. В первую очередь я бы отметил осциллятор, который вышел из зоны перекупленности. Вот он. Это все случилось в рамках нисходящего движения после мини-коррекции. Общий тренд видим, да, вниз, показывает нам это супертренд, небольшой откат, но когда этот откат закончится? А закончится он прямо сейчас, ведь мы были перекуплены, пусть и локально. Думаю, вот сейчас вы оценили всю силу процентного диапазона. Теперь давайте вернемся к доткомам. Что являлось ядром пузыря? Простая идея на самом деле. В новой экономике главное не текущая прибыль, а потенциал на глобальном рынке будущего. Инвесторы, опасаясь упустить шанс поколения, бросали деньги в любую компанию с доменом .com. Прямо как сейчас фонды скупают крипту. Знаете? Началось то самое ФОМО, причем на всех уровнях сразу. От домохозяек до гигантских корпораций. Я снова в плюсе. Не забываем про торговлю. Давайте еще одну сделку вниз. Осциллятор уже перепродан. Но дам все-таки вам комментарий. Окей, давайте дам комментарий. Он перепродан, но он еще не развернулся. Это вот последний вагон. Хотите, можно открываться. Ну, в общем, сами понимаете. Окей, важно отметить, что вся индустрия доткомов изначально была дутой. Даже придумали особые метрики оценки. То есть вместо стандартной прибыли аналитики разработали новые показатели. Например, цена к количеству посетителей сайта. То есть компания могла сжигать миллионы долларов на рекламу, но ее акции росли, потому что она наращивала просто присутствие. Люди заходили на сайт, и это как бы считалось крутым. Классической историей стал стартап Pets.com. Это компания, которая продавала корма для животных. Она привлекла сотни миллионов долларов на IPO, но ее бизнес-модель — это просто продажа тяжелых мешков с кормом, с доставкой на дом. Она была изначально убыточной, но ее акции взлетели до небес просто. Ребят, хорошая серия сделок, но если я уйду, вы не увидите другие кейсы. Окей, давайте сменим обстановку, найдем что-то интересное. Тут у нас сейчас будет старт именно стратегии нашей. Смотрите, на новые сделки. Да, все, открываемся. Супертренд нам дал сигнал. Это повод. Очень простой алгоритм. Есть перекупленность, но она еще не вышла вниз. Это нормально. У нас появился мощный импульс. Супертренд показал нам сигнал на разворот в цене. Добавим только то, что можно, в принципе, еще проанализировать масштаб поглобальнее. Смотрите, что у нас здесь происходит. Если рассмотреть большой масштаб, какая красивая структура. Вот уровни, да, нижняя линия тренда, есть куда расти, потенциал очень большой. В общем, окей, за сделку можно не переживать. За доткомы тоже, кстати, никто не переживал. Все хотели урвать свою часть пирога с вечного роста. Успехи первых инвесторов, становившихся миллионерами за ночь, создавали невероятное давление. Казалось, что все вокруг работают легко, богатеют и остаются в стороне только лохи.
Но деньги закончились, ребят. Рынок перенасытился. Пошел вывод в кэш. И в этот момент началась катастрофа. Так, у меня тем временем все отлично. Забрал свои деньги, меняю график и продолжим. Снова лонг, друзья, и снова при хороших рыночных условиях. Осциллятор Вильямса стабильно недопродан. Разворачиваться не планирует. У нас есть попытка снизиться, но она нивелирована покупателями, так что ждем дальнейший рост выше ключевого уровня. Все. Вернемся к теме доткомов. Тут все закономерно на самом деле. Весной 2000 года триумф сменился паникой. Инвесторы начали осознавать, что многие компании годами не смогут оправдать свои гигантские оценки. Началась цепная реакция продаж. И крах был стремительным, жестоким на самом деле. К осени 2002 года индекс NASDAQ, где торговались технологические компании, упал более чем на 75% своего пика. Триллионы долларов рыночной капитализации испарились просто. Бесчисленное количество компаний, таких как Web1, eToys и та же самая Pets.com, все, друзья, испарились. Их более рентабельные конкуренты, например, Amazon и eBay, пережили кризис, закалились, то есть выжил сильнейший. Снова сделка в плюс, просто прекрасно. Сменим график, покажу вам множество классных ситуаций, на которых вы сможете потом зарабатывать. Вот, друзья, а теперь уже ждем не супер тренд, а осциллятор. Тот самый выход из перепроданности вот-вот начнется. На новой свече, да, открываем сделку. Это основа возврата индикатора в канал. Можно больше ничего не говорить, ни на чем не останавливаться. Давайте расскажу вам, что творилось с доткомами, к чему все это привело. Несмотря на масштаб разрушений, крах доткомов не был концом интернета. Напротив, это был болезненный, но очень нужный процесс естественного отбора. Как я уже сказал, компании, которые хотя бы пытались иметь реальную стоимость, а не только рекламу, они выжили. Это все те, которые вы знаете по большому счету сейчас. Amazon, eBay и так далее. А еще именно в эти трудные года в гараже у основателей Google рождался поисковый гигант. Приятно. Он вошел в IPO уже после кризиса в 2004 году. Вездесущий сегодня интернет-гигант учел все ошибки своих предшественников, ну и просто разъебал. Раньше от интернета ждали чуда, но с этого момента люди знали, что именно он может дать не более того, друзья. Сделка в плюсе, меняем график, поехали. Так, ребят, ну а здесь уже нам знакомая ситуация, абсолютно, мы ее отрабатывали, поэтому повторяться не буду. Шорт, думаю, сами все прекрасно понимаете. Лучше давайте напрашивающиеся выводы по поводу доткомов все-таки сделаем. Интересная эра, которая наглядно показала нам всем, что хотя рынок и может быть иррационален, но фундаментальные принципы, наличие бизнес-модели, пути к росту, к прибыльности, разумная оценка всегда в конечном итоге побеждают. Все, что работает вне правил рынка, имитирует стоимость и так далее, это не что иное, как финансовая пирамида в той или иной степени законности. Многие доткомы конца прошлого века были именно пирамидами, местом, где зарабатывали деньги за счет новых вкладчиков. Кто-то успел, но кто-то успел за счет большинства, которое опоздало. Если у вас до сих пор не возникает никаких аналогий с криптой, то я постоянно намекаю, скажу вам еще раз прямо, это очень похоже. Так, очередная сделка в плюсе. Ну что, давайте, наверное, последний трейд и закруглимся. Успех любого трейдера, как и инвестора, основан на искусстве вовремя остановиться. Жаль, что мы не всегда можем это сделать. Я снова в рынке, на сегодня это крайний раз. Пока есть время, давайте добавлю немного позитива. Эта пятилетка была хайпом. Эрой рисованных отчетов, ложных обещаний, миллионы людей остались без денег, миллиарды были потеряны, но что-то все-таки нам досталось. Досталась нам инфраструктура, в том числе оптоволоконные сети, дата-центры, построенные как раз в те безумные года. Это основа для сегодняшнего развития нашего цифровой экономики, включая появление соцсетей и всего остального. А еще люди стали умнее, разумнее вести себя начали, это тоже приятно. В наши дни на фондовый рынок вряд ли сможет
ворваться такая же херня, такая же херобора. Накачку и сброс, прямо как вот бывает. Крипта обещает изменить мир, финансовую систему и нашу жизнь, но теперь вы знаете, к чему иногда приводит фома и отсутствие бизнес-плана. Так, друзья, на балансе у меня 6400, феерично, за час. Я думаю, можно переходить к итогам. Поехали. Итак, итог сей басни таков. Рынок всегда скидывает свою маску рациональности, когда включается стадный инстинкт. Доткомы — это не диагноз, это просто цикл, друзья. Это цикл, который раз за раз наступает рано или поздно. Просто спросите себя, чем отличается нынешняя ситуация от того, что было? Да ничем. Люди также просто подвержены жадности и подвержены страху. Из-за этого есть ажиотаж вокруг крипты, вокруг мемных токенов, вокруг искусственного интеллекта. Рано или поздно все это упадет. Это нормально. То есть так и есть, так и будет. Наша задача просто аккуратно урвать свой кусок пирога. И все, друзья. Больше ничего. Поэтому используйте сегодняшнюю торговую стратегию, она однозначно разнообразит ваш подход. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите новые темы для моих будущих видосов, буду вам благодарен. С вами прощаюсь, до скорых встреч на моем канале. Всем пока.